Всем привет, кто любит мотоблоки. Наконец-то пришла моя шестерня коробки, которая поломалась. Правда, она не такая, как надо, но все равно сейчас будем разбирать коробку и пихать невпихуемое. Пробовать, так сказать. Хоть первый раз за 13 лет увижу свою коробку. Здесь, конечно, вековая грязь за 13 лет. Ну, сейчас на это все почистим и будем разбирать дальше. Рога снимаются несложно. Правда, гаек надо покрутить, но, тем не менее, снять не так уже и сложно. Ну и здравствуй, 81-я коробка. Так, для справки, как переключается передача. Вот здесь, этим рычажком, вперед и назад, переключается повышенная, пониженная. Повышенная, пониженная. А вот здесь, где яблочко, это переключается непосредственно сами передачи. И видно, что это яблочко уже раздолбанное. Так вот, когда спрашивают, почему плохо переключаются передачи, то надо все эти шарниры проверять, люфтят они или не люфтят. Тут явно люфтит и явно много лишнего. Сие чудо — это резиновая пробка для залива трансмиссионного масла в коробку. Если заглянуть внутрь, то видно вилочки переключения, 2 штучки, и шарик, который бегает по этим вилочкам. Соответственно, первая задняя, вторая третья. Но дело в том, что в этой коробке можно включить сразу 2 передачи. Вот, например, таким образом. Включили, а потом вторую. И передачи у нас получились, то есть коробка у нас получилась заклинившая, потому что сразу включилось 2 передачи. В этой коробке можно включить 2 передачи. Ничего этому не препятствует, как в нормальных коробках. И вот сейчас я включил 2 передачи, а выключить не могу, потому что шарик уже не попадает в верхнюю вилочку. Капец, короче. Коробка на грани фантастики сделана. Так вот, что препятствует тому, чтобы включились 2 передачи сразу? Препятствует вот эти вот пазы в крышке переключения коробки передач. То есть там, где рычаг ходит, потому что они имеют вот такую вот форму и выполняют функцию и направляющих, и, собственно, предохранительную функцию, чтобы не включились 2 передачи сразу. Но если этот шарик у вас разбитый, то вполне вероятно, что вы все-таки 2 передачи включить сможете, потому что вам повезет. Потому что когда люфтит этот шарик, то люфтит и шарик переключения передач, который заходит в вилочки. И при достаточном люфте все это дело может вылететь к чертовой матери, и вообще передачи перестанут переключаться. А вот такой прекрасный вид открывается сверху. Шестерня повышенных, пониженных, вилочка для ее переключения. И, соответственно, 2 вилочки на первую заднюю, вторую, третью. Притом, вот здесь вот есть пазики. Это специально для того, чтобы там есть шарик, и он фиксировал вилочку в определенном положении. 3 положения. Нейтральное, 1 передача фиксируется, 2 передача фиксируется. А вот эта вилочка фиксируется плохо почему-то. Как-то невнятно. Будем разбираться почему. Вроде как и фиксируется немного, но что-то как-то не так. И вот видно, там вал люфтит, вот этот вот, на котором вилочка расположена. Он имеет люфт. И все это приводит к тому, что шестерни гуляет одна относительно другой. И может так случиться, что будут или передачи выбивать, или шестерни будут смещаться не на полный зуб, и тогда их, возможно, будет ломать. В общем, с этим валиком надо разбираться. Ну и вон шестерня моя сломанная с зубами. И я уже вижу, что пришла мне по почте шестерня не так, как я и думал. Ладно, как-то будем выкручиваться из этой ситуации. Валы надо вытягивать в любом случае. Для этого надо открутить вот эти вот промежуточные опоры на разблокираторы, отбросить.
и снять левую крышку на коробке и правую крышку на коробке. Но чтобы снять левую крышку на коробке, сначала надо снять сцепление. Вот с этим сейчас я и займусь. Надо тут аккуратненько. Если удастся сохранить прокладку, так вообще будет хорошо. Не удастся, ну значит не удастся. Так, ребятки, ну четкой фиксации включения вилки нету. Потому что вот она должна зафиксироваться во включенном состоянии, передача включена. Она имеет вот такой вот свободный люфт. И при работе коробки этот люфт вот так вот бегает. А с этой вилочкой еще все гораздо хуже. Она еще больше бегает. И вот получается, она бегает во время работы, потому что фиксация плохая, отходит. И зацепление не на полный зуб. И тогда, соответственно, зубы ломает. Там чуть-чуть люфт, там чуть-чуть люфт. И в итоге имеем поломанные зубы. А тут, как и следовало ожидать, тоже есть износ. Надо померить штангенциркулем, какой износ. Но тоже есть. Надо исправлять, потому что все это дает люфты. А в итоге шестерни зацепляются не полностью. И имеем такую вот проблему. Потому что спрашивали, почему поломала зубы. Так вот сложилось. Там износ, там износ. И в результате набегает такой люфт, когда шестерни входят в зацепление не полностью. Вернее, при работе шестерни гуляет, она то полностью зацепилась, то потом отошла, неполное зацепление получилось. Нагрузка на ползуба увеличивается, и его ломает. Такая вот беда. На этом этапе, по ходу, валики можем уже вытаскивать. Они должны вытаскиваться. Только надо быть аккуратным, потому что тут пружинки есть, чтобы они не вылетели. Угу. Этот валик надо вытягивать во вторую очередь, потому что сразу он не вытаскивается. Ладно, мы его назад пока что будем вытаскивать этот. Где-то дырка с пружинкой. Вот он, один вытащили. Второй вытащили. И вот вилочки вытаскиваем. Одну. Вон шарик вилочки, который должен фиксировать. Аккуратно, чтобы он не выпал. И вторую вилочку. Шарик на месте? На месте. Хорошо, не выпал. Смотрим на износ вилочек. Есть небольшой, но есть. Но мы его штангелем померяем. Если большой, будем восстанавливать. Потому что, опять же, это все влияет на люфты. Как здесь износ на вилочках. Опять же, появляются большие люфты в шестернях. Они начинают туда-сюда гулять. Опять неполное включение. Валики тоже отличаются. Они разные, поэтому путать их не надо. Шестерни болтаются, как собачье ухо. А вон видно тормозное колечко, которое часто у людей ломается. Вот в этой шестерне видно тормозное колечко. Вот оно. Внутри шестерни находится. Но зато на этом валике нету люфта, как на тех валиках и на тех вилочках. Нету люфта. Вот так и должно быть. Значит, все это фиксируется шариками. Значит, шарики на тех вилочках уже мало работоспособные. Надо с ними разбираться, что там случилось с теми шариками. Что-то с ними, значит, произошло. Потому что тут все хорошо на этой вилочке. Так, попробуем снять крышку с другой стороны. Тут у нас есть тормоз. Вот он. Сейчас он должен выйти. Потому что тоже часто в комментариях спрашивают, как меняется вот это колечко тормозное. Так вот, чтобы его поменять, то надо вот эту крышечку снять. И сразу посмотреть вот на этот вот пыптик. Он должен быть таким вот типа квадратным. Потому что часто этот пыптик обламывается.
А с другой стороны этого пыптика рычажок на тормоз. Если этот квадратик обламывается, соответственно, ничего не тормозит. Но чаще всего лопается, конечно, вот то тормозное колечко, которое я показывал, которое внутри шестерни. Потому что то колечко раздвигается вот этим вот квадратиком. Теперь шестерни ставим в нейтральное положение, чтобы у нас коробка крутилась, то есть вал первичный. И вот здесь на шестерне, в которой стоит распорное колечко тормозное, есть такое вот стопорное колечко. И его надо снять. Не могу сказать, что это сильно удобно, но все-таки надо его снять. Колечко вроде как сдвинули, а теперь выбиваем этот вал в сторону сцепления. Пробуем во всяком случае. А теперь идем за съемником, чтобы снять этот подшипник. Ну а теперь тянем вал в другую сторону, и все эти шестерни должны из него типа как спадать. Опять нам колечко сейчас упрется в те пазы, и будут с ним проблемы. Опять надо будет его снимать, это долбанное колечко. Снял я эти шестерни. В общем, вот моя больная шестерня, у которой зуб отломан. Это нормальная шестерня, ничего с ней делать не надо. Вот шестерня, в которой стоит внутри тормозное кольцо. Вот спрашивает постоянно, как его менять. Вот так и меняете. Вытаскиваете этот вал. Получается у вас шестерня в руках с этим кольцом. Меняете лопнувшее кольцо. И на этом все. Но перед тем, как его менять, снимаете боковую стенку и смотрите на квадратик. Может, там квадратик просто отломило. Тогда коробку разбирать не надо, просто там квадратик меняете в крышке. Ну и сам вал. Тут подшипник еще более-менее. А вот второй подшипник, это какой-то капец. Люфт на нем офигительный. Его надо менять, этот подшипник. Ехать в магазин за новым или смотреть, может, где в загашниках есть. И осталось нам вытянуть промежуточный вал шпоночный. Но дело в том, что в сторону левого колеса он не вытянется. Там он шестерня упрется в корпус. Надо вытягивать его в сторону сцепления. Опять же по той самой схеме. Выбиваем сначала один край, снимаем подшипник и снимаем весь вал. Вот моя шестерня, которая поломалась. 4 зуба, как не бывало, по-живому выдрано. В общем, шестерни капец. Спрашивали, как эти шестерни закаливаются или нет. В общем, не видно по ним, чтобы они где-то закаливались или какой-то другой был способ обработки. По-моему, просто из железа вытащили. И на этом все. Купил я другую шестерню, еле нашел. Сейчас такую шестерню купить, это очень большой дефицит и очень большой расходник. В общем, в этих коробках эта пара шестерен, это и там, где ползуба, это самое больное место. Поэтому эти шестерни дефицитные. Еле я нашел, где ее купить, и то купил не то, что надо. Вот видно, ступица у этой больше, у этой короче. И, соответственно, у этой уже, у этой шире. Но то, что шире, это ерунда. На скорость не влияет. А вот то, что она на 6,5 мм ниже, то это, конечно, плохо. Придется что-то придумывать, какую-то втулку. Наверное, из этой шестерни вытащу втулку переходную. Вернее, распорную. И добавлю этих 6,5 мм, потому что иначе эта шестерня не встанет. Но по всем остальном шестерня вроде такая же. Ржавенькая, немножко тоньше, но в принципе должна как бы работать. Дефицитная эта шестерня. В общем, если у вас 81-я коробка,
найдете, где купить эту шестерню, берите на запас, потому что, оказывается, это дефицит и расходник. И, оказывается, это самое слабое место коробки, эти шестерни. Ну, они и на вид самые слабенькие. Так, такая вот беда. Подшипники на этом валу нормальные, не люфтят, можно ставить назад. По итогу, 2 подшипника на первом валу в заднице, надо менять, шестерню менять. Вилочки люфтят, тоже надо с ними что-то делать, смотреть, что там с ними можно сделать. Во всем остальном вроде пока более-менее. В общем, такое вот сегодня было видео, такая разборка была у меня коробки. А теперь следующее видео будет сборка и регулировка всей этой фигни. Ну а вы не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, потому что я очень жаден до лайков. И передавать мне, конечно, соболезнования в этом случае.